Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, с вами Николай. И сегодня я буду заниматься пересадкой огромного филодендрона. Вы скажете, где он? Сейчас я вам его покажу, мы сейчас за ним должны будем сходить, потому что это реально махина. Он у меня растет уже несколько лет в небольшом горшке, очень крупный. Вот я для него подобрал горшок побольше, так сказать, на размер больше, чем у него был старый. Мы с вами пересадим, у меня уже готов грунт для ароидных растений. И параллельно с пересадкой мы поговорим немного о влажности воздуха. Вообще, какая должна быть влажность воздуха, нужно ли ее подгонять до уровня влажных тропических лесов, да? Сильно низкая влажность, насколько она вредна для наших растений. И в целом, какие мы можем использовать реально действующие способы для того, чтобы увеличить влажность в помещении для наших комнатных растений. Всем, кому интересно, приступим. Так, друзья, мы будем с вами работать сегодня с вот этим вот огромным филодендроном. Я думаю, вы уже многие видели его на моем канале, я все никак не решусь к нему подступиться. Вы знаете, он настолько огромный, настолько большой, он растет и вверх, и вниз, и направо, и налево. То есть тут такая мощь, но горшок очень маленький, поэтому я уже давно очень хочу его пересадить в горшок покрупнее, так сказать, освежить ему субстрат и сделать его жизнь намного более приятной. Вот мы его сейчас будем с вами снимать, точнее я его буду снимать, я вам уже покажу в процессе нашу работу. Друзья, вы можете видеть размер моего филодендрона Heartleaf. Этому растению уже несколько лет. Покупал его совершенно небольшим экземпляром. Смотрите, какая мощь, смотрите, какая красота. Это настоящие тропические джунгли, да? И посажен, я уже сказал, он совсем небольшой. Я думаю, даже не видно, очень сложно с ним двигаться. Извините, конечно, за неповоротливость, потому что это очень-очень мощно. Это очень-очень много всего. И мы его, как я уже сказал, будем пересаживать в более крупный горшок. Я думаю, этот филодендрон поставим аккуратно. Он воспримет эту пересадку положительно. Я очень на это надеюсь, да, что он будет чувствовать себя хорошо после такой пересадки. Первым делом, конечно, мне нужно его будет освободить от этого подвесного кашпо. Фактически я уже его отодвинул. Кашпо я эти плету сам. Именно не сами кашпо, да. Вся композиция, это называется кашпо, а именно вот эти подвески. Я вам оставлю ссылку на видео, как я их плету. Есть два варианта. Стенова моя ходит. Разбудили мы ее немножко. Это ее сиесты такой испанская, она же собака испанская, она любит поспать днем, да? Это все любят собаки, но это особенно маленькая жирушка. Она любит подремать. Так вот, знаете, оно так крепко все завязано, что, возможно, даже не получится развязать. Возможно, я тут взял ножницы. Я это просто подрежу, вы знаете, скорее всего, потому что это лишние головные боли. Да, кашпо подвеска это делается за 5 минут. Если что, я сделаю новую, если я не смогу воспользоваться заново старой. Я ее максимально аккуратно подрежу, потому что узлы я, так сказать, вяжу на совесть. Да, очень прочные, и не всегда их легко снять. Кстати, попробуем достать это все дело. И параллельно мы с вами, пока я буду заниматься, вы можете не обращать особого внимания на эти мои движения, будем разговаривать про влажность воздуха. Да, эта тема, она волнует всех цветоводов, очень часто она поднимается, очень часто я сижу в Инстаграм иногда, вижу какие-то видео, особенно западных блогеров, очень часто у них там по 80%, да, влажность воздуха настолько высокая, 80% и больше. То есть нереально высокие влажности воздуха. И я думаю, что как же так они ее поддерживают и стоит ли вообще это поддерживать. Так вот, я вам скажу первым делом про опрыскивание. Да? Давайте поговорим о способах, которые действительно увеличивают влажность воздуха, и потом поговорим, какая она должна в принципе быть желательно. Так, опрыскивание растений. Я вам скажу, друзья, я вас разочарую, очень многих опрыскивание растений не играет практически никакой роли в увеличении влажности воздуха. Да, это действительно факт. Если вы, конечно, будете ходить с опрыскивателем, с пульверизатором 24/7, регулярно опрыскивая, да, все растения, постоянно что-то прыская, тогда да, вы влажность воздуха увеличите. Но если вы это делаете, например, раз в день, у вас такая церемония, да, обязательно, чтобы пройти все растения опрыскать, чтобы они постояли мокренькие, увеличить влажность воздуха. Вот я вам скажу, что влажность воздуха в этих случаях увеличивается на минут на 15, на 20, наверное.
Да, пока вот вы опрыскали, вся эта влага испарилась, и все, влажность воздуха стала такой, какой она была раньше. То есть смысла в опрыскивании, друзья, единственный смысл в опрыскивании есть в том, подрезайте немножко голову, я смотрю в изображение, единственный смысл опрыскивания — это если вам нравится сам процесс. Да, вы можете ходить и опрыскивать. Ходить, радоваться, вот кому-то нравится, да, заниматься опрыскиванием, просто чисто отдыхает душой человек и прочее. Я провожу опрыскивание моим растениям, в исключительных случаях это ароидные растения, вот наподобие такого филодендрона, либо это сцендапсусы, либо еще кто-то, да, в такого плана ароидные с небольшими листьями растения. Я для них провожу опрыскивание раз в 1,5 месяца примерно в душе. Я прям их опрыскиваю очень-очень мощно, это я им провожу такой душ. Я не использую обычную воду из-под крана, да, потому что в ней ферну она достаточно жесткая, в ней плюс есть хлорка, да, и все прочее, поэтому я отдаю этой воде хорошо отстояться, потом набираю ее в пульверизатор и хорошенечко опрыскиваю, и таким образом не остаются никаких пятен на листьях, если используем более мягкую воду, отстойную, и все, использую такую воду исключительно для душа, раз в 1,5 месяца, больше я никакие растения в моей коллекции не опрыскиваю. Какие же способы мы можем использовать для того, чтобы действительно хорошо увеличить влажность воздуха, создать такой климат, своеобразный микроклимат для наших растений. Я, кстати, вот параллельно подготовил грунт для ароидных растений. Я всегда его готовлю сам. Я вам его оставлю в описании к видео. Да, из чего я его делаю. Ой, давайте, наверное, сделаю это рукой. Вот так. Я буду двигаться по дивану. Я сегодня работаю на диване. Сегодня намного удобней, чем когда я сижу на маленьком стульчике. Ёрзаю на нем, да. Я также не кладу дренаж. Тоже вам оставлю ссылку. Сегодня будет видео с большим количеством ссылок. Оставлю вам ссылку на объяснение, такое объяснительное видео, почему же я не использую дренаж. Большой кусочек угля. Не использую дренаж для растений. На самом деле уже больше 1,5 лет я его не использую. И растения все чувствуют себя прекрасно, все чувствуют себя комфортно. И в этом видео я вам подробно объясню, почему же я его не использую. Так вот, мы насыпали наш первый слой земли, слой грунта для ароидных, как я уже сказал. И я буду постепенно переваливать этот филодендрон. Этот филодендрон, у него как раз таки будет еще дренаж, я думаю, какой же он большой. Мне бы тут не повредили помощники, цветоводы. Да? Он очень-очень крупный. Так. Не знаю, с какой стороны его взять, но это делать нужно. Я уже понимаю головой, что это делать нужно, что это растение не может так больше сидеть в этом горшочке. Тут, наверное, половина еще по старой памяти горшка засыпана пенопластом. Я раньше верил в чудо слоя пенопласта, что он спасает растения от залива и всего прочего, но на самом деле это не так. Так, хочу это аккуратно вытащить. Так вот, пока я здесь мучаюсь, я буду продолжать рассказывать. Итак, эффективные способы увеличения влажности, друзья, для ваших комнатных растений. Первое – это содержание растения в группе. То есть, чтобы увеличить влажность воздуха, как я уже сказал, да, опрыскивание действует, их хорошо держать в группе. Сразу держать несколько растений рядом. То есть, когда мы поливаем наши растения, влага постепенно испаряется, да, из субстрата, из грунта начинает уходить вся эта влажность, и создается своеобразный микроклимат для наших зеленых друзей. Когда растение растет одно, все это очень быстро расходится, да, вся эта влажность. Но когда они стоят в группе 4, 5, 6 растений, то есть в комбинации, в небольших разных горшках, влажность, конечно, повышается. И на самом деле для растений расти в группах это намного полезнее, чем расти в одиночку. Это вам первый такой мой совет. Второй способ, который вы можете использовать для увеличения, просто присосался к горшку. Смотрите, какая роскошь. Видите, этот горшок уже был растянут от растения, потому что он очень маленький. Смотрите. Видите, это чисто корни, в которых кое-где, я даже не буду сильно мучить, тут немного пенопласта, но фактически растение, смотрите, вот здесь пенопласт кругом. Он вросся, и в этот пенопласт, мой малыш, очень много корней. Я думаю, в новом доме он будет чувствовать себя намного лучше. Мы его с вами пересадим. Итак,
Второй способ увеличения влажности воздуха в вашем помещении – это ставить растения. Если, например, растения, мы сейчас дальше пойдем, да, каким растениям вообще это стоит делать. Я не делаю, например, второй способ, но такие растения, как папоротники или такие растения, как маранты, да, или прочие такие чувствительные капризные растения, как колотеи, например, которые более любят повышенную влажность воздуха, их можно ставить на поддоны большего размера. То есть мы берем поддон, да, стандартный, ставим наше растение на него и берем еще один поддон более крупного размера, на который мы насыпаем гальку, либо керамзит, и заливаем этот второй большой, не маленький, на котором стоит растение, да, а большой поддон заливаем водой. И периодически мы эту воду подливаем, периодически ее меняем, чтобы она не начинала затухать, да, эта вода тоже, чтобы не было неприятного запаха, чтобы не было никаких мошек. Периодически мы эту воду меняем, и таким образом, опять-таки, вода, испаряясь, будет создавать вокруг нашего растения определенный микроклимат, повышая тем самым влажность воздуха. И еще один способ для людей, у которых очень низкая влажность воздуха, это приобрести, кстати, есть достаточно недорогие варианты увлажнителей воздуха. Сейчас есть реально на тех же всяких сайтах, типа китайских, да, вы все знаете эти сайты, не буду их называть вслух, но там продаются прям такие портативные увлажнители воздуха. Вы можете ставить их конкретно возле определенных растений, определенной группы растений, например, каких-нибудь там алоказий, да, или колотей, и они будут работать и будут увлажнять вам воздух. Вот это оптимальные 3 варианта, на самом деле, самые оптимальные повышения влажности воздуха в помещении. Опрыскивание, друзья, я вам еще раз скажу, не действует этот способ. Вы, возможно, даже замечали, что вот вроде бы вы опрыскиваете, да, там пару раз в день свои растения, а все равно у них кончики сохнут, они как-то не очень хорошо выглядят, видно, что им не хватает влажности воздуха. Вот попробуйте один из этих 3 вариантов, и будет вам счастье. Даже можно попробовать 2 варианта. Поставить на поддоны с влажным керамзитом и поставить растение в группу. И будет вам замечательно, я практически в этом уверен. Так вот, какая же должна быть влажность? Смотрите, просто косы нереальные. Здесь чего только нет. Этот такой малыш, что у него корень такой нереально длинный корень. Я параллельно здесь буду смотреть. Сейчас мы... Потому что когда я уже установлю это все в грунт, всю эту копну, да, уже будет потом мне не очень удобно все это убирать. Все отмершее здесь. Потому что я, честно вам признаюсь, физически просто не мог добраться до многих частей растения. Я вот так поливал и отбегал от него обычно, да, от этого растения. Потому что оно уже просто перешло все доступные, так сказать, размеры и габариты для растений такого плана. Я на него просто уже смотрел, думаю, друг, тебе явно нужен переезд. Ты уже не можешь ютиться в этой маленькой квартирке такой, малосемеечке такой, можно так сказать, для растений, да? Все, я думаю, вот теперь мы его поместим в наш новый горшочек. Вы видите, он побольше. То есть кажется, что прям в 3 раза больше. И камера передает не очень хорошо. Вот, видите? Такой был, в котором уже все забито. Мы его посадим в такой. И я думаю, тут-то он сейчас разгуляется. Еще и зацветет, если постараться очень. Вот так мы его поставим. Мой дружочек филодендрон. Даже, видите, многовато грунта. Надо чуть подсыпать. Так вот, вот эти 3 способа, да? Смотрите, влажность воздуха. Если у вас влажность ниже 30%, то тут надо работать, тут надо влажность повышать. В первую очередь даже для вашего здоровья. Очень низкая влажность воздуха, она не очень полезна нам, людям, да? Особенно людям с аллергиями, людям с проблемами с кожей, да? Какие-то заболевания. Всегда должна быть некоторая влажность воздуха повышенная, иначе просто мы будем сами чисто физически страдать. И также и наши растения. Они будут не очень хорошо себя чувствовать. Большинство из них, конечно, кактусы, большинство суккулентов, да, им параллельно наша влажность воздуха, они имеют свои системы, которые им помогают влагу в себе удерживать, и они прекрасно себя чувствуют, даже при самой низкой влажности воздуха, да, пустыне, грубо говоря. Но большинство наших растений все-таки нуждаются в некоторой повышенной влажности воздуха. И оптимальная влажность воздуха для большинства растений, друзья, это не 70
80-90%, я иногда вижу эти посты в Инстаграм, это опасные уровни влажности воздуха на самом деле. Друзья, не доводите свою влажность воздуха выше 70%. При влажности воздуха 70% и выше в помещениях начинает расти плесень. Плесень, грибок и все прочее. И я думаю, вы все знаете, не нужно вам особо объяснять, что это крайне вредно для нашего организма иметь плесень, иметь грибок на стенах, да, особенно черная плесень, она опасна. Она прекрасно себя чувствует в помещениях с плохим проветриванием и с высокой влажностью воздуха. То есть в первую очередь нужно думать о своем здоровье и ни в коем случае не доводить влажность воздуха до таких уровней. Даже и самые любители высокой влажности воздуха, да, растения, они будут чувствовать себя прекрасно при влажности воздуха до 70%. То есть 40-50% влажность воздуха, она оптимальна для практически всех растений. Ароидные растения, прочие растения, ароидные, да, в основном пользуются сейчас большой популярностью. Именно среди таких молодых начинающих цветоводов все очень любят циндапсусы, филодендроны, замиокулькасы и все прочее, да, монстеры. Так вот, 40-50%. У меня, например, влажность воздуха в среднем 55%. Я никогда не опрыскиваю растения, никогда не делаю никаких специальных заморочек, да, за счет того, что у меня близость океана. Я всегда проветриваю помещение, извиняюсь, открывая окна, все двери. Практически каждый день у меня все открыто. Иначе, если я закрываю все, влажность воздуха у меня начинает расти, и у меня начинает появляться плесень повсюду, друзья. Не самый приятный момент вот такого близости к воде, да, к океану в моем случае, потому что плесень начинает расти моментально, и даже мы, если ее не видим вооруженным глазом, грубо говоря, мы смотрим, нет ничего, она может быть где угодно. Я вас не пугаю, я вас просто предупреждаю, не стремитесь за вот этими рассказами, что нужно прям нашим растениям создавать влажность воздуха 80-90%. Во-первых, организм человека при такой влажности воздуха прекращает нормально вырабатывать процесс потоотделения, да, он сбивается. А потоотделение для чего нам нужно? Чтобы у нас был теплообмен, чтобы тело охлаждалось. Когда такая высокая влажность воздуха, это все начинает портиться, весь этот процесс. Поэтому, друзья, берегите себя, и растения ваши вам скажут спасибо. Многие суккуленты, например, такие как сансеверия, их вообще ни в коем случае нельзя опрыскивать. Не то, что нельзя, запрещено, но их не стоит опрыскивать, им это не нужно. От очень высокой влажности воздуха на сансевериях, например, и на многих растениях, если у вас влажность воздуха 80%, 75%, и вы плохо проветриваете помещение, и у вас держится эта влажность, многие грибковые инфекции, заболевания растений начинают развиваться со стремительной скоростью. Особенно если растение слегка ослаблено, неправильно налажен полив, могут появиться большие проблемы на растениях. На сансевериях, например, начинают появляться на листьях пятна бурого цвета, которые постепенно растут, очень сильно уродуют растения, и то есть это проблемы. Поэтому не стремитесь к огромной влажности воздуха. Вы скажете: Николай, ну как же я могу узнать, ну не все, многие, кто-то скажет, как же я могу узнать, какая у меня влажность воздуха в помещении. Друзья, есть такой аппарат, который называется гигрометр. Да, если я ошибаюсь, я вам перепишу название. Гигрометр. Их опять-таки можно купить в большинстве магазинов, магазинчиках, на интернет-платформах можно купить этот аппарат. Так оно там все на одну сторону легло. О, я вот одной рукой держу, а оно весит не 100 килограмм, конечно, но мне нужно как-то потихонечку пропихнуть немножечко грунт в том направлении. Давай, малыш, не вредничай. Я думаю, он будет очень-очень рад. Мы сделали сегодня с вами огромное дело. Сейчас его отнесу еще в душ. Да, мы его там искупнем. Это уже я сделаю. Пойдем купаться без камер с ним. Это уже будет слишком долгое видео. Поэтому мы сходим в душик, искупаем его аккуратненько, смоем всю грязь. И будем ему делать новое подвесное кашпо и подвешивать его снова вверх. Вот такие, друзья, вот такая небольшая вам информация. Да? Давайте мы с вами заключим уже. Влажность воздуха в среднем 40, 50, 60%, оптимально практически для всех растений. Влажность от 60 до 70 для более капризных, более тропических растений, в том числе папоротники, в том числе колотеи и все прочие колотеи и все остальные ее родственницы. Да?
Как мы ее добиваемся? Групповое содержание на поддончиках, небольшой увлажнитель воздуха. Я знаю, что у многих из вас в отопительный сезон влажность опускается до 20%, поэтому и для вас полезно будет приобрести небольшой увлажнитель воздуха и включать его для вас и для растений, для вашей кожи, прекрасные дамы, чтобы она была эластичной и гладкой всегда, да, и поддерживать в таком состоянии. И опять-таки ни в коем случае не повышаем влажность воздуха до запредельных тропических уровней, потому что это будет вредить нашему здоровью, будет расти плесень, и это не полезно для наших растений. Все, вот на этом, пожалуй, мы остановимся. Я вам сейчас, когда закончу это все дело, покажу вам финальный результат, как он у меня стал, этот красавчик филодендрон. И мы увидимся в следующих выпусках. Сейчас посмотрим на финальный результат. Все, друзья, филодендрон вернулся на свое место. Вот здесь он у меня стоит. Выглядит он фактически точно так же, как раньше. Такой же безумный куст, но теперь у него есть этот большой новый дом, в котором, я думаю, ему будет комфортно, он будет хорошо расти. Постепенно он будет расправлять всю свою листву. Как вы можете видеть, она здесь у нас растет вот так красиво, пышно и пышно. Конечно, после пересадки некоторые листья были повернуты в другом направлении. Постепенно, я думаю, он сам развернется и будет ему счастье. Спасибо, что были со мной. И до новых встреч, друзья. Пока-пока.